На Северном Кипре, в полном одиночестве и вдали от тяжелой болезни, скончался 66-летний мужчина. В оперативных сводках МВД он числился как Отари Тоточия, человек, носивший титул так называемого «вора в законе» и известный под прозвищем «Батя». Как фигура, контролировавшая сибирскую нефть и остававшаяся неприкасаемой 17 лет, закончила свои дни в бегах. Сегодня мы проведем беспрецедентный разбор, как судебная химия и радикальные законы полностью демонтировали теневые империи. Вы на канале Crime Time.ru. Криминальный мир обожает мифы о своей неуязвимости. Но статистика и криминалистика безжалостны. История Отари Тоточии — это не криминальная хроника. Это наглядное документальное пособие, иллюстрирующее эволюцию методов следствия и то, как государство вернуло себе абсолютную монополию на власть, выдавив старую иерархию за пределы страны. Чтобы понять масштаб работы правоохранительных органов, необходимо изучить профиль объекта. Отари Тоточия родился в 1959 году в Сухуми. Поведенческий паттерн формировался по классической схеме девиантной среды того времени. Он жил и вел криминальную деятельность в Тбилиси, а затем оказался в пенитенциарной системе на Дальнем Востоке. В криминологии существует понятие социализации в закрытых учреждениях. Оставив в российских исправительных лагерях о себе, как принято говорить в этой среде, хорошую память, Тоточия сформировал колоссальный социальный капитал. После освобождения в 1992 году и на фоне вооруженного конфликта в Абхазии он в 1993 году обосновался в Москве, где получил российское гражданство. Аналитики спецслужб быстро зафиксировали его стремительный рост. Тоточия вошел в число самых влиятельных фигур криминального мира страны. Его зона интересов была далека от банального рэкета. Оперативные данные указывали на то, что влияние Тоточии широко распространялось на стратегически важные нефтеносные регионы Урала и Западной Сибири. Следственные органы годами собирали информацию о его контактах. Важнейшим маркером для аналитиков МВД стал октябрь 2001 года. В Комсомольске-на-Амуре проходили похороны основателя крупнейшей дальневосточной группировки «Общак». По данным спецслужб, Тоточия оказался там единственным представителем от кавказских криминальных кланов. Для аналитиков такие события — это инструмент профилирования, позволяющий картировать связи внутри теневой экономики. На протяжении 17 лет этот человек умудрялся не попадать за решетку и считался абсолютно неприкасаемым. Юридически доказать прямое руководство синдикатом было невероятно сложно. И тогда московский уголовный розыск начал применять метод методичного, точечного давления. Если невозможно осудить за статус, в дело вступает строгая наука. В феврале 2005 года оперативники задерживают его в столице. При обыске обнаруживается около 20 подозрительных таблеток общим весом 4 грамма. И здесь ключевую роль играет судебно-химическая экспертиза. Современные методы газовой хроматографии и масс-спектрометрии позволяют на молекулярном уровне определить точный состав изъятого вещества. Эксперты лаборатории МВД дали безошибочное заключение. В таблетках содержался 1 грамм экстази. Итог – год условно. Это был первый сигнал о том, что система защиты дала сбой. Давление продолжилось. 14 мая 2009 года. Юг Москвы. Дом номер 7 по Каширскому шоссе. Сотрудники московского уголовного розыска вновь задерживают батю. При личном досмотре изъято 3,2 грамма гашиша. Против чистой науки аргументов у защиты нет. Возбуждается дело по 228 статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотиков». В конце нулевых неприкасаемому лидеру довелось отправиться на 1,5 года в реальное заключение в Великий Устюг. После этого он пытался скрываться, используя поддельные документы. В январе 2014 года на проспекте Вернадского в Москве полицейские остановили его для проверки. База данных мгновенно выявила фальшивку. В паспорт реального жителя Астраханской области была просто вклеена чужая фотография. Современные цифровые системы распознавания лиц и электронные базы данных сделали невидимое существование в столице невозможным.
Но финальным ударом, который полностью изменил правила игры, стала не химия и не цифровые базы, а юриспруденция. Введение в Уголовный кодекс антиворовской статьи стало настоящей юридической революцией. Государство криминализировало сам факт принадлежности к криминальной элите. Правоохранителям больше не требовалось ловить лидеров с поличным на нефтяных аферах. Одно только наличие статуса вора в законе теперь гарантировало длительный тюремный срок. Этот закон разрушил главный инструмент влияния синдикатов – их легитимность внутри своей же среды. Осознав, что оставаться в стране больше невозможно, Атари Тоточия был вынужден навсегда уехать из России. Оказавшись в эмиграции, Тоточия обосновался в Турции, окруженный остатками положенного ему по статусу почета. Однако оторванность от реальных финансовых потоков России спровоцировала жесточайшую внутреннюю борьбу за оставшиеся ресурсы. С точки зрения криминальной психологии, именно в этот момент Тоточия совершил фатальную стратегическую ошибку. Долгие годы его сила заключалась в позиции арбитра. Но в Турции он нарушил нейтралитет, которого так долго придерживался, и открыто встал на сторону влиятельного авторитета по прозвищу Гули в его конфликтах против других теневых тяжеловесов – Квижоевича, Бадри и прочих. В криминальном мире нет постоянных союзников. После резонансного убийства Гули Атар оказался в эпицентре враждебной среды, оставшись абсолютно без поддержки даже со стороны брата убитого, Намика. Потеряв влияние союзников и гарантии безопасности, он был вынужден бежать дальше. Последним пристанищем для него стал Северный Кипр, где он и умер от тяжелой болезни. Этот кейс больше, чем просто биография одного человека. Это математически точная демонстрация того, как эволюционирует правосудие. Эпоха, когда теневые лидеры могли безнаказанно контролировать целые нефтяные регионы, ушла безвозвратно. Их империи рухнули под давлением трех факторов – судебно-химических экспертиз, внедрение цифровых баз данных и появление бескомпромиссного законодательства. Но давайте посмотрим правде в глаза. Физическое изгнание за пределы страны – это лишь половина победы правосудия. Главный удар был нанесен по их финансовой кровеносной системе. Долгие годы в криминальной среде считалось, что даже потеряв физический контроль над территориями, бывшие авторитеты смогут управлять своими миллиардами дистанционно, переводя так называемый общак в криптовалюту и прячась за границей. Однако государство предусмотрело и этот сценарий, нанеся упреждающий удар. Важнейший юридический прецедент. С 3 марта 2026 года под имуществом в Уголовном кодексе Российской Федерации официально понимается в том числе цифровая валюта. Что это значит для криминалистики и следствия? Это означает тотальную прозрачность и конец анонимности. Если раньше теневые лидеры, находясь в Турции или на Кипре, могли финансировать свои операции через скрытые блокчейн-переводы, то сегодня цифровой след приравнивается к полноценному вещественному доказательству. Финансовая изоляция для них стала абсолютной. Более того, глобальная цифровизация баз данных и алгоритмы цифровой форензики лишили их последней надежды на безопасную жизнь в тени. Мы уже видели это на примере 2014 года, когда поддельный паспорт не спас Тоточию от системы электронной идентификации на проспекте Вернадского в Москве. Сегодня эти технологии шагнули невероятно далеко вперед. Бегство на Северный Кипр или в любую другую точку мира больше не дает защиты, потому что реальная власть сегодня базируется не на архаичных криминальных традициях, а на государственном контроле над информационными и финансовыми потоками. Именно поэтому финал Атари Тоточии столь показателен. Оторванный от сибирских ресурсов, лишенный возможности легализовать свои активы, даже через криптобиржи, он оказался в полном одиночестве на чужом острове. Система доказала: наука, цифровая криминалистика и суровый закон всегда переигрывают преступные синдикаты. С вами был канал Crime-Time.ru. Мы исследуем не мифы, а реальные механизмы криминалистики и закона. Если вы хотите глубже погрузиться в методы современного следствия, обязательно подписывайтесь на канал. До встречи в следующем расследовании.